Приветствую, друзья, с вами как всегда Андрей. Все знают про датчик кислорода, ДМРВ, датчик температуры, но есть один датчик, без которого ЭБУ вообще не может правильно управлять мотором. И о нем практически никто не думает. И самое интересное, что просто так вы его не увидите. Потому что у него нет своего отдельного корпуса, и он находится внутри блока управления двигателем. Он, можно сказать, виртуальный. Так что же это за датчик? Это напряжение бортовой сети, которое измеряет сам блок управления двигателем. Да-да. ЭБУ каждые миллисекунды смотрит, сколько сейчас в системе: 12,4, 13,8 или 14,2 вольта. И использует это во всех расчетах работы двигателя. Почему это так важно и почему без этого мотор может работать неправильно? Дело в том, что ЭБУ опирается на это напряжение при главнейших расчетах, которые крайне важны для нормальной работы системы и самого двигателя. Вот некоторые примеры. Время открытия форсунки. Дело в том, что чем меньше напряжения, тем дольше открывается электромагнит самой форсунки, поэтому ЭБУ обязан это компенсировать. Длительность насыщения катушек зажигания. При низком напряжении ток растет медленнее, поэтому ЭБУ также обязан это учитывать. А также в зависимости от напряжения бортовой сети, блок управления изменяет работу всех исполнительных механизмов, например, клапана адсорбера, РХХ, дросселя или клапана ЕГР. То есть напряжение бортовой сети – это глобальный множитель, который влияет на все процессы в моторе. То есть простейшую формулу расчета длительности импульса открытия топливной форсунки можно изобразить следующим образом. Базовое время зависит от расхода воздуха, температуры и тому подобное. И плюс мертвое время открытия форсунки. Данный параметр блок постоянно добавляет к этой формуле, потому что у разных форсунок данное время может быть разное. Потому что характеристики различных форсунок различаются. Поэтому просто так нельзя взять и установить какие-то другие форсунки, которые не рассчитывались именно конкретно для этой системы. Также отмечу, что данная формула в реальности намного длиннее. Туда вносится еще множество корректирующих факторов, в том числе и экологичных, например, коррекции по адсорберу и клапану ЕГР. Вот еще примерный график, по которому можно понять, насколько важно учитывать напряжение бортовой сети. Как можно увидеть, чем ниже напряжение бортовой сети, тем выше длительность импульса впрыска. Поэтому напряжение бортовой сети – это не только про заряд аккумулятора или насколько ярко светят фары, а даже про то, как будет работать ваш двигатель. Как ЭБУ измеряет это напряжение? Внутри блока управления есть свой АЦП, который постоянно измеряет входное питание плюс линии управления. И прошивка содержит таблицы компенсации напряжений. Например, при 14,5 вольта время открытия форсунки минимальное. При 13 вольтах ЭБУ увеличивает импульс, а при 11,5 вольтах корректирует УЦСК и отключает часть узлов. Поэтому напряжение бортовой сети является наиважнейшим параметром во множестве расчетов. И крайне важно следить за этим напряжением, особенно при проведении компьютерной диагностики. Тот факт, что на запущенном двигателе у вас на аккумуляторной батарее 14,5 вольт, абсолютно ничего не значит. Необходимо в первую очередь посмотреть, какое питание приходит именно на блок управления двигателем. Потому что оно может отличаться от того, что у вас на генераторе, либо на аккумуляторной батарее. И поэтому блок управления может некорректно оценивать напряжение бортовой сети. И на самом деле это довольно-таки нередкая проблема, с которой регулярно приходится сталкиваться. Вот просто для примера, если на вашем автомобиле коррекции уходят в минус, а диагностика не выявляет никаких проблем, то обратите внимание на напряжение бортовой сети, а именно на то, как это напряжение видит непосредственно блок управления двигателем. И нередко может оказаться так, что на аккумуляторной батарее у вас 14,5 вольт, а блок управления двигателем видит это как 13,6. И в итоге немного больше открывает форсунки, чем положено. Поэтому проверяйте питание ЭБУ и особенно его массу. Мы часто ищем сложные причины неисправностей, но двигатель начинает работать неправильно еще до того, как выскакивают ошибки. И один из первых параметров, который улетает, это напряжение. Это и есть главный невидимый датчик, который тихо правит работой всего мотора.